Всем привет! Очень рада видеть вас у себя на канале. Сегодня мы на даче и будем с вами мотивироваться на уборку и на готовку. Так что давайте вместе начнем. А вы не забывайте оценивать мои ролики, ставить лайки, писать комментарии и обязательно подписываться на мой канал, если данные ролики вам нравятся. Для меня это очень важно, вы меня мотивируете, хочется снимать больше и больше, что-то новенькое, интересное приносить в ролики. Уборку на даче тоже никто не отменяет, нужно заправить с утра обязательно кровати, чтобы было побольше места в комнате и чтобы песок не носился на чистое постельное белье. Лучше я заправлю все кровати и застелю их покрывалом, и так будет гораздо приятнее потом ложиться спать. Распорядок дня на даче очень отличается от того, как я привыкла в городе. Первым делом здесь я просыпаюсь и быстренько кормлю Карину. Я даже могу не делать никаких утренних процедур после пробуждения, не есть, не пить. Просто собираю Карину на улицу, кормлю ее, одеваю в уличное. В это время муж тоже уже просыпается и ест быстренько, тоже утренние процедуры все делает. Старшая дочка еще может спать в это время. И после того, как Карина накормлена, муж тоже все поел, они оба выходят у меня во двор, гуляют. Старшая просыпается либо во время сборов первой, либо может потом уже, когда они вышли на улицу. Но такого внимания к ней, конечно, не нужно. Ее тут просто подать ей завтрак, помочь почистить зубы. Так она самостоятельно, более-менее девочка, потому что ей 5 лет. После того, как все домашние у меня собраны и отправлены на улицу, я могу заняться собой, а именно сделать все-таки свои утренние процедуры и позавтракать. Затем мне нужно уже убрать все после завтрака, потому что тут все наспех, Карина срочно рвется гулять, тут уже муж особо мне не помогает, он быстренько уходит с ними на улицу, остальное все прибираю я, мою посуду. В городе, конечно, все не так, мы плавно просыпаемся, собираемся размеренно на улицу, к определенному времени мы уже готовы, и я даже с чистой головой могу уже быть к этому времени. На даче мне так чисто физически не сделать, потому что всегда кто-то должен один быть с детьми на улице, а кто-то другой что-то делать дома. И вот после завтрака как раз я все убрала, дальше я выхожу на улицу, здесь уже, наверное, часов 12 дня, и дальше у меня по плану было прибраться в бане, именно в предбаннике только, потому что муж менял проводку, проводил там кабель канала и вот этой всей стружки накрошил. Но так как пылесоса у меня пока еще нет, я все его не могу привезти, вот просто-напросто я его забыла в этот раз, как-то из головы вообще вылетело. Поэтому буду веником на этот раз, хотя пылесосом здесь вот эти все мелкие деревяшечки было бы просто идеально собрать, ну ладно, это уж в следующий раз. Немного здесь я пошевелила насос и сильно дернула, потом у меня в конце под ним лужа образовалась, поэтому мужу пришлось немного там подделывать, потому что сказал, я сильно дернула. Но он такой тяжелый реально, я не поняла, сильно тяну, не сильно. Поставила вроде бы как и стоял. Но по факту немножко там отошло вот это соединение и начало подтекать. Под одном из видео мы уже посовещались со зрителями и решили, что линолеум не надо стелить все-таки на весь этот участок в предбаннике, а только если на его небольшую часть, чтобы оставлять, например, грязные тапочки с огорода, а так и может пол заплесневеть, тут завестись, в общем, влага, не будет он дышать. Вот эти все кабель-каналы он мне сделал сегодня, так были просто провода, свет уже был проведен здесь давно. И вот этот ящичек он мне повесил сегодня, это я привезла из дома, и буду хранить здесь все для мытья, там шампуни, гели для душа, потому что в самой парилке, если их ставишь, то потом просто даже невозможно нанести их на голову, настолько горячий становится шампунь, поэтому будем брать по факту, кому что нужно, и заносить туда. Даже если забудем, то тут выбежать не особо холодно и далеко. Пол в бане такой шершавый, он не зашкуренный, вся грязь к нему пристает хорошо. И это не то, что мы ее наносили, а при монтаже вот этой бани, когда ее нам привезли на участок, тот человек, который этим всем заведовал, он вот ходил там потом, проверял наклоны бани или что-то. В общем, заходил он. И в тот день был дождь, и вот эта грязь уже наносилась сразу с первого дня, даже еще мы ее не использовали. Но было уже так грязно, я ее отмывала, но она въелась и уже просто-напросто такие доски стали, что их ничем не отмыть.
Поэтому я и хотела застелить линолеумом все, чтобы было красиво смотреть. Но раз нельзя, то нельзя, будет так. Пол в бане я еще закрываю такими ковриками. Один, правда, который я сейчас выбиваю, это у нас в доме лежит, а вот этот квадратный, это из бани. Ну, чтобы не было видно вот все-таки этих досок. Просто, кажется, что грязно. На самом деле там чисто вымыто, но никак больше. Эти коврики вязала моя мама. У знакомых она собирала различные трикотажные изделия, а потом она их рвала не на ниточки, а на такие на полосочки. И своего рода клубки потом получались, и вот вязала ими. Вязала она специально их для дачи, не для квартиры, а целенаправленно, вот всю зиму вязала, потом отдала нам. По-моему, смотрится очень даже красиво, так ярко, мне так нравится. Как видите, насос у меня немножко там подтек, но муж уже подтянул, и вот это свернуто от качели сиденья. В самой парилке я не прибиралась, там особо нечего прибирать, одни тазики до мочалки. И здесь все прибрала. В углу стоят у меня газеты, там коробки ненужные, именно для розжига вот этой печки в бане. Дальше я перехожу уже к готовке ужина. Карину мы уложили спать, спит она в комнате, поэтому я вышла сюда в коридорчик и готовлю здесь, чтобы ее не разбудить, иначе я вообще ничего не успею сделать. Быстренько готовлю самое простое блюдо, это курица и картошка в духовке. Курицу просто посолила, поперчила, положила на дно, сверху картошку тоже посолила, смешала с майонезом и все отправлю в духовку в электрической. Она получается очень вкусно, такая корочка сверху образуется. Пока картошка готовится, я продолжаю уборку, потому что там у меня уйдет на приготовление часа полтора. Выношу все коврики, хочу все здесь подмести. Это как раз у нас веранда, через нее мы ходим в основную комнату. После того, как я здесь помою, все более-менее начинают соблюдать вот эту градацию, не ходят в обуви далеко, и вот в основном снимают в этой части при входе. Но когда уже со временем песок разносится вплоть до той стены, где висят у меня картины, мы начинаем ходить и здесь в обуви, в этой в огородной, поэтому песка очень много. Все коврики тоже потрясла вот так веником, обмела их, и крыльцо все тут в песке, потому что старшая дочка любит здесь сесть, поиграть именно в песок, поварить чего-нибудь из него. Возвращаемся в дом, ужин у нас приготовился. Немножко я еще подливала водички, чтобы было не так сухо, чтобы посочнее. И вот такой ужин у нас получился. Всем, кто кушает, приятного аппетита. А мы же с вами переходим сейчас во двор. Я вам покажу, что же у нас выросло. Такая целая большая грядка. Здесь только посажен укроп. Он еще очень маленький, но уже весь пророс, проклюнулся. Укроп здесь прорыхлили между грядочек, и он у нас полит. На соседней грядке растет редиска, лук-перо, чеснок. Это редиску мы садили в этом году уже, в этом сезоне, а вот лук-перо и чеснок садили под осень. То есть приехали открывать дачный сезон, а здесь нас уже ждал лук, можно было его уже есть. Так, дальше пройдемте. Здесь у нас на половинке грядки горох, и вот где его побольше, здесь был посажен именно замоченный горох перед посадкой, и его взошло гораздо больше, чем вот на соседней половинке, здесь его поменьше. Накрыли уже сеткой мы клубнику, землянику, потому что уже есть зеленые ягодки, и птицы их склюют еще до того, как они станут красными. Все закрыли, и теперь будем ждать только уже урожай. А здесь под укрывным у меня кабачки, они еще небольшие и не все зашли, потому что садили в разные сроки, поэтому это вот первые мои посадки. Подрастают уже, это, наверное, самый большой, остальные все поменьше. На этом мотивация на уборку у меня заканчивается, и сейчас у меня рубрика распаковка посылок. И решила я их вот так скомплектовать с уборкой. Кому хочется посмотреть, то давайте вместе посмотрим, что же мне пришло здесь. Это заказ с сайта Shein.
Заказ мой шел где-то недели полторы, и это настолько удобно что-то покупать в интернет-магазинах, не тратим свое время мы, особенно летнее. Вот у нас в Вологодской области оно не такое уже и длинное, это лето, нужно ценить каждый денек, поэтому я ложусь спать, выбираю себе товаров, какие мне нравятся, а потом муж только уже идет на почту за заказом. И я не трачу свое время особо на шопинг, и он. Первое, что я заказала, это вот такое платье. По составу это 100% хлопок, размер М, и стоит оно 1730. Гладилось оно очень хорошо, нисколько я усилий не прилагала, просто проводила утюгом, и все сразу разглаживалось. Очень много на сайте таких платьев, различные там вариации, есть в виде сарафанов, есть более короткие, длинные. Это платье не просвечивает, у него есть подъюбник, он не на всю длину, но до колена практически. Красивая такая пуговичка сзади, и вот так это выглядит ткань вблизи, как кружево. Платье очень легкое, такое дышащее, и чувствуется, что ткань натуральная, в нем не будет жарко летом. Второй комплект, который я заказала, это футболка и юбка, идут они в таком наборе, размер М тоже, и стоит 1590 оба эти предмета. По составу тоже 100% хлопок, специально брала, чтобы быть уверенной, что летом мне не будет в нем жарко. Сбоку на юбочке есть даже крючочек, чтобы не расходился замок. Вещи можно сочетать с чем-нибудь и другим, футболку отдельно, юбку отдельно. Третье, это вот такой сарафан, 100% хлопок, размер Н стоит 1050. Всегда мне хотелось на лето чего-нибудь такого желтого, яркого, и вот такой сарафан я выбрала. Мне он очень понравился, тоже легкий, как раз на лето, все продувается. Спереди он украшен рюшами, а сзади просто цельно такое полотно желтое. Лямочки здесь регулируются, можно завязать пониже, повыше, кому как удобно. Все эти бантики развязываются, сбоку молния. Следующее, это джинсовая такая куртка, удлиненная, с ярким принтом. Он не нарисован, а именно эта ткань такая нашита сверху на саму джинсовую куртку. Модель такая и есть, оверсайз, мне такую и хотелось. Есть два кармашка снизу и два кармашка сверху. Ткань такая приятная, именно джинс, не тонкая она. Посмотрите, как она вот выглядит вблизи. По составу это 85% хлопка и 15% полиэстер. Вот так выглядит эта нашивка. И это не краска именно, а вот ткань такая сверху пришита. Взяла я тоже в размере М, и стоит она 2190 рублей. Специально взяла длинную, что вот в песочницах сидеть, чтобы ничего нигде не дуло, спина чтобы голая не была, все хорошо бы закрывалось. Следующая, это байкерская куртка, вот такого она тоже пошива, оверсайз, и она тяжелая, хотя это не натуральная кожа, но внушительный у нее такой вес. Я ее взяла уже ближе, наверное, к сентябрю-октябрю, чтобы под низ можно было одеть какой-то свитерок. На модели тоже она висела именно вот так, с плеч свешивалась. В общем, не знаю как, пишите вам, большая она мне или небольшая, но я ее все равно буду носить. У нее только два кармашка, стальные обманки, и можно застегнуть ее будет так плотненько до шеи. Взяла в размере М, стоит она 2290 рублей. Следующее, что я взяла, это джинсы для мужа. Очень долго думала, брать или не брать, потому что мне казалось, что там всегда все такое короткое. Но что у меня с вещами, рукава все мне как раз, что у мужа, штаны все ему подошли. Так как у него рост 1,86 м, мы взяли джинсы 38 размер, и стоят они 2130 рублей. Ткань очень плотная, цвет такой насыщенный, мне джинсы очень понравились. Возможно, кому-то что-то понравилось, ссылочку сайта я оставлю в описании. И если вы введете промокод, который есть под моим видео, то у вас будет скидка 15% на все товары. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. До новых встреч. Пока-пока.